Всем привет! Сегодня я хочу записать поток для вас. Поток у нас был уже, но что-то, знаете, как тема какая-то рвется в пространство. Сейчас будем разбираться, потому что это очень интересно будет. Сразу подписывайтесь на мой канал. У меня есть готовые курсы, готовые проработки, безоплатные. И они вам помогут выйти в свою трансформацию. Это золотой путь души. И есть готовый курс по забиранию своей энергетики, своих ресурсов обратно. Это обрыв энергетических связей с человеком, с мужчиной, да, в частности. Но посмотрим. Есть также у меня курс «Сокровища рода». Сейчас он стоит 3000 рублей. Скоро я сделаю его дороже, потому что то, чем я делюсь там, вы это нигде не найдете больше. Практики очень мощные, и у людей происходит действительно катарсис, и жизнь приобретает другие совершенно пути, то есть вы выходите на свой путь, и совсем иначе происходит вообще. Так, давайте посмотрим с вами. Вообще, кто пришел на расклад. Давайте о вас сначала сигнификацию. Я вообще не делала сигнификацию давно. А здесь я хочу сделать для того, чтобы вы поняли, вообще для вас расклад или нет. И закрыли его, если совсем не резонирует. Вот так. Чтобы вы не тратили свое время. И, соответственно, вам вообще было полезно послушать. В каком расклад? Кто придет? Не знаю, кто придет. Вообще как поток, знаете, ясновидения о вашей жизни. Что-то рвется такое. Я работаю как космоэнергет, парапсихолог и ясновидящая. Также как целитель. Так что обращайтесь, если вам нужна помощь. Фу-ху. Вот это да. Сразу переходим к раскладу. Вот тогда. Вот это да. Вот это в мощь. Сейчас все объясню. Это просто фундаментально фантастика. Ничего не понятно, да? Но сейчас все расскажу. Так, кто пришел ко мне на расклад? Это женщины, в основном женщины, которые были в семье. Императрица из двух разных колод. Императрица. Это женщина, которая обладает уже ресурсом, которая уже не девочка, то есть далеко, и у которой есть дети. Всегда что-то есть у нее за спиной, у нее за плечами опыт есть. То есть эта женщина прошла большой жизненный путь, глубокий такой. Было взаимодействие в семье, где вам разбили сердце. Знаете, чем? Разбили сердце. У вас была какая-то иллюзия выбора. Разбитое сердце, разбитые мечты. Возможно, треугольники. Возможно, треугольники, да. И по справедливости вы отправились в духовное путешествие, то есть ушли из семьи. И у вас сейчас период
возрождение, перерождение. То есть это переход в другое состояние. И вот этот переход, это вот сейчас, вот в ближайшее время у вас происходит. А здесь вот в будущем у вас любовь настоящая. Для женщин расклад в основном будет. Тройка чаш. Так. Как бы, знаете, взаимодействуя с женщинами, с другими, вы, возможно, кто-то ретриты проходил, либо практики, либо в каком-то кругу. У вас есть круг вот этот, где вас поддерживают другие женщины, где у вас есть душевная какая-то теплота, искренность, и через это вы приходите в свою самоценность, распаковываете в себе чистую любовь. Это вот, знаете, когда любовь к себе даже. Вот так я сказала. То есть это путь. И вы идете в глубокое удовлетворение своей жизнью, исполнение своих мечт. Это вот мы немножко будущее взяли, да? Я хочу посмотреть, потому что иллюзия выбора какая-то была. В иллюзиях, что ли, болтались долго? Что-то было такое. Сейчас. Так. Разбитое сердечко было у кого? В семье причем. Жили как будто, знаете как, не с тем человеком. Вот он, король Пентаклей, это не тот ваш... То есть это не ваша родная душа, вот так. То есть, может быть, там по аспектам материального благополучия там все было классно. То есть вы процветали. Императрица — это всегда женщина, у которой есть дело свое, либо которая зарабатывает деньги. Ну, то есть у нее что-то есть за плечами. Вот. И в семье в основном это жена, то есть показывается, она была глубоко несчастна. Почему? Потому что у вас было ощущение, что вы находитесь не в тех отношениях, не с родным человеком, не с родной душой. То есть это кармический ваш какой-то партнер был. Вот так. Давайте еще ясновидение. Я сканирую вообще, как мне обращаются, если люди за исцелением. Я вижу точно, абсолютно, где у них энергетический пробой в теле. Поэтому, если вам очень нужно этот сеанс, исцеление и так далее, пишите мне. Под каждым видео у вас есть ссылки на мои каналы, на мой телеграм-канал, на мой телефон. Можно написать в любой мессенджер и так далее. Так, ясновидение. Будет сложный, скорее всего, расклад. Устойчивое богатство. Сетка земли. Страх, непредсказуемость. Так. Безысходность. Я говорю, кто-то был в семье и потерял это все. Потерял стабильность, потерял семью, потерял мужа, мужчину. В разных аспектах это может быть. Это может быть от того, что человек вас предал, до смерти. То есть произошла какая-то ситуация резко. Резко. Это никогда, это, знаете, как долго-долго тянется. Нет, вот резко, на до и после ситуация произошла. И ваша вот устойчивая вот эта
состояние фундамента, то есть семейная карта вообще выпала, или вашего процветания, то есть в стабильности, да, это все пришло в страх, непредсказуемость и безысходность. У вас разбито сердце, и у вас болезненное еще состояние. То есть это когда человек сам не знает вообще, как ему выйти, не знает он, как справиться с этой болью, как выйти из этого состояния стагнации. Это даже, знаете, когда вы сами решаете выбор, вот направление как раз-таки, вы сами решили, например, уйти из семьи, ну, потому что вас не удовлетворяет качество ваших отношений и ваши отношения в целом, да, вы выбрали даже, как бы у вас происходит выбор направления, дальше-то я как буду жить. И все равно это непредсказуемость, это страшно, то есть ты 15 лет жила, например, или там 13, неважно сколько лет, да, вы прожили в устойчивом таком браке, да, где материальное благополучие было, где дети были, вот и есть. И как менять свою жизнь? Многие ведь терпят и продолжают тянуть свою лямку до конца своей жизни. А вот у вас как раз-таки сейчас открываются вам возможности. Ну вот она, зарождение амбиций. Вы сейчас ценную информацию получаете вообще от пространства в целом. Так. Потому что ко мне пришли победители. Победители по жизни. Женщины, победители. Воинственные, энтузиастки, девушки, которые просто... Знаете как? Это идет не то, что вы коня на скаку остановите, но это тоже. Но здесь другой аспект. Здесь то, что вы в любой ситуации, даже когда вам хреново, плохо, безысходность полная, вы не знаете, куда вам идти, вы понимаете, что вас это не собьет, понимаете, с вашего пути. Препятствия, которые вам накидывают, например, высшие силы, да, для того, чтобы вы выросли, вы понимаете, что вы это пройдете, и вы пройдете победительницей из этих ситуаций, потому что многие пошли в движение, прям в свое собственное. И сейчас у них происходит очень мощный внутри женщин этих зарождение вот этой ценности себя как личности. Я женщина, я императрица, но я императрица не потому, что я замужем, а потому что я сама самодостаточная, я прекрасная, я что-то делаю, да, для этого мира. Знаете, как идет? Что вы можете приспособиться к любым обстоятельствам. Но это не, знаете, не из контекста приспособленцев, а именно вы гибкая. Просто вы понимаете, что ну ладно, там кто-то начинает охать, стонать, а вы просто берете и начинаете делать что-то для того, чтобы выйти из этой ситуации, например, да, которая вас с коня сбила, и все, и вы под конем. На какое-то время остались. Может быть, кто-то одна с детьми осталась, кто-то без средств к существованию, такой тоже может быть. Потеря вот именно когда вот этой стабильной семейной вот этой клановости, то есть вот вы выходите вообще как будто в открытый космос. Это ощущение такое, как в открытый космос вышло, и ты вообще не знаешь, куда тебе идти. Вот такие девушки ко мне пришли слушать. Ну, сейчас вы, понятно, вы защищаете свои позиции, просто не подпускаете к себе. Ну, там было неподобающее отношение к вам. Понятно. Это все связано с вашим прошлым. То есть сначала это, безусловно, в этой семье у вас были
и либо в этом союзе, неважно, была у вас официальная семья или нет, с этим человеком у вас была душевная теплота тоже какое-то время, но она постоянно, как сказать, это не на постоянной основе, знаете, когда ты ощущаешь, что ты, например, в союзе именно со своей родственной душой, с человеком, который, даже если вы ссоритесь, вы понимаете, что, ну, он родная душа, твоя родная душа. А здесь вы понимали все равно, каждый раз, когда у вас происходила какая-то ситуация, которая вас немножечко, и опять какой-то компромисс, либо выбивание вас из вашей стабильности, вот что-то вот такое вот, какое-то резкое слово, резкая какая-то ситуация, какой конфликт вечный, знаете, и вы понимали, что, ну, это не мой человек. У вас не было душевной теплоты, именно когда это прям родственная душа ваша. А уж тем более близнецовые племена, там вообще не про это разговор. То есть у вас было в материальном аспекте все классно. На душе кошки скребут, когда ощущение, что ты не с тем человеком все равно. Это вот прошлое ваше. Глубокое удовлетворение. Сейчас. Понятно. Глубокое удовлетворение жизнью резко закончилось сломом привычного. Вот эта башня произошла. Вот это, кстати, знаете, какая башня? Вавилонская башня. Когда рассеялась, как дым. Потому что они не могли никак найти общий язык. И все, и слом вот этого. Знаете, когда происходит башня у человека, это всегда ощущается как крах. То есть это не просто, когда у тебя болит сердце, ты расстался, допустим, там в союзе был с человеком, расстался. Нет, это когда ты не понимаешь вообще дальше, как жить. Потому что, стабильность уплыла вообще напрочь из-под ног, потому что фундамент разрушен. Вот разрушена именно вот эта ваша привычная жизнь разрушена под фундамент. У вас сейчас, знаете, какой процесс происходит у многих? Иллюзорность выбора. То есть вроде вот она смотрит на множество, 7 чашечек у нее, да, и она думает, из какой попить мне чай? Но на самом деле это все иллюзия. Кто-то болтается именно в иллюзиях своих. Почему в иллюзиях? Сейчас посмотрим. Откуда эти иллюзии? Какая роскошная женщина, Господи. Исходящая благодать. Девочки, многие начали просто распаковывать в себе личность с большой буквы. Вот после вот этого слома привычного когда вы перестали в иллюзиях болтаться, вот как. Это слом под фундамент всей неправды, которая была с вами. Были ли вы в браке в этом, либо в союзе, который вас не удовлетворял вообще ни по каким аспектам, либо удовлетворял, но вы пришли к тому, что произошла какая-то, я говорю, резкая ситуация до и после, да, и когда вот иллюзия выбора у вас исчезла, то есть это фундамент из-под ног исчез, все, вы пошли в достижение роскоши, то есть эта женщина начала в себе таланты распаковывать, и ей Господь дает еще больше. Вам высшие силы сейчас помогают. Потому что у вас укоренение знаний идет. Вы сейчас, кто-то пашет именно над собой, работу ведет, понимая, что я пришла в эту точку неспроста. Меня как будто сюда вели для того, чтобы я пробудилась.
проснулась наконец. Вы проснулись многие. Вот еще, знаете, как идет. Многие думали, что это будет навсегда, и спали, как будто, знаете, мужчине отдали, как сказать, всю власть, что ли. Многие не работали, допустим. Все мужчине отдали, когда мужчина, пусть он приносит деньги, а я буду дома сидеть и за детьми смотреть, например. Либо вы на него надеялись, что он там что-то сделает для вас, а он оказался не готов просто. И вы поняли, что вам нужно-то себя распаковывать, а не ждать от него каких-то действий. И вы пошли в работу, многие ушли в работу, в свое дело, в процветание. И сейчас посмотрим. Активное созидание, божественная интуиция. Вам идет вообще-то пара ваша по судьбе. И эта пара для вас, мужчина этот, будет именно ваш божественный партнер. Я вот из расклада в расклад говорю, я не знаю, сейчас вот именно время такое произошло, то, что сейчас многие, очень многие просыпаются и понимают, что я не хочу всю жизнь жить в неправде, в лжи, в том, что меня никак не наполняет, в союзе, где меня не наполняют, где я себя чувствую пленницей. Вы из этого выходите, потому что у вас есть ощущение того, что вот он должен быть рядом где-то. Вы знаете, что для вас существует человек, который является вашим истинным партнером, божественным партнером, с которым вы хотите познать вообще, что такое настоящая любовь. Потому что здесь вышел маг, а вы жрица. То есть жрица — это верховная жрица, это женщина, которая обладает божественным сознанием и ресурсом любви. Темные программы, темные прошивки поставили ее в жертву, верховную жрицу в жертву поставили для того, чтобы она весь свой ресурс отдавала темным силам через мужчин. То есть, когда вы отдаете весь свой ресурс, энергетический прежде всего, и любовь свою, отдаете мужчине, который не дает вам настоящей любви, он не дает вам ощущения вот этой парности, стабильности, потому что постоянно загоняет вас либо в треугольники, либо у вас какая-то жесть происходит в жизни, когда вот именно из верховной жрицы качают ресурс, прям вот насосом, такой насосная станция, где вы им обладаете. Божественный ресурс, что это такое вообще? Это энергия, это объем энергии, когда женщина может исцелить всю планету. То есть это через эту женщину любит сам Творец. Она обладает этим ресурсом любви, настоящей чистой любви. Потому что она, не все женщины таковыми являются. Не надо себя тешить надеждами. Там, где этого нет, там нет. Это женщины особого склада внутреннего. То есть вы понимаете, про вас это или нет. Верховная жрица — это та, кто познает всегда, получает тайные знания через мантические системы, через книги, через медитации. То есть она постоянно в этом движении, она в практиках. Она является практиком, целителем, возможно, да. Но даже если она еще не проснулась, то она всегда в себе ощущала вот этот, что она необычная.
она необычная просто, ну, женщина, знаете, как большинство. Вот. И женщина обладает вот этим ресурсом, как, знаете, нефтяная скважина, золотая скважина, золотая жила. И мужчина, он должен быть старателем. Для нее он ей должен служить вообще-то, по-хорошему. Вот он, как раз вот ее пара это маг, это человек, который обладает божественной волей. То есть она божественное сознание, он божественная воля. Это, кстати, триада из божественной триады первых 3 арканов. Вообще карты Таро являются просто символом. Символом. Все думают, что это просто картинки. Нет, это символика того, что происходит вообще-то на космических планах бытия. Итак, и этот человек, вы понимаете, что у вас существует мужчина, который и любит, и в то же время он активно созидает вместе с вами, помогает вам, потому что у нее, у Верховной Жрицы, у нее божественная еще интуиция. Ну, то есть, понимаете, да, какого плана женщина? Это ведающая женщина, это ведьма, это целительница, это женщины-волшебницы. Но просто вот они сразу отличаются от многих, вы понимаете. В толпе их не спутаешь ни с чем, потому что у нее свечение происходит, из нее свет. То есть вы даже в темноте можете, вы видны, вы всегда видны по своему свету и по своей светлой ауре. Ваша аура огромная и светлая. То есть вот знаете, как чистый свет из вас исходит. Вы, более того, видны не только людям, животным, но также вы видны высшим силам. Высшие силы с вас повышенный с вас спрос. Знаете почему? Потому что вы обладаете вот этими знаниями. Просто многие не распаковали в себе эту силу и так и сидят годами в стагнации и ничего при этом не делая. Для того, чтобы пробудить в себе дар и идти по пути силы, своей силы внутренней. Итак, что делают темные? Темные прошивки ставят. Когда нет истинной божественной пары, когда нет парности вообще, когда всегда вечные треугольники, предательство, обманы, через вот этот обман, через треугольник обычно забирается ее ресурс, любовь. У меня, знаете, какое сопротивление идет именно сегодня в раскладе почему-то. Я записываю его, и постоянно какое-то прерывание идет. То есть в мое личное пространство постоянно кто-то врывается. Так что... Итак, темные начинают качать этот ресурс из нее, из этой женщины, потому что она страдает. Всегда. В этом треугольнике страдает Верховная Жрица обычно. Больше всех. Вот так. Но вы знаете, что у вас есть истинная пара. Это человек, который будет для вас служить вам. В высшем аспекте этого. Служение миру. То есть вы служите миру через ваши знания, через ваш ресурс. Вы даете этому миру божественную любовь, свет, созидание, гармонию. А он, мужчина, мало того, что он просто вас любит как мужчина, так он еще и осознает то, что он должен вам служить, потому что вы перевернули его жизнь в какой-то момент и сами его вывели вот в этот свет. Девочки, я не знаю, вы меня поймете сегодня или нет, потому что трудно мне читать это. Баланс ресурсов. Баланс. Но это еще и выбор. Ну понятно. В трансформацию пошли. Смерть. Окончание, переход.
кого-то, вот я говорю, окончание, переход, то есть это для чего вам, например, курсы мои проходить? Золотой путь души, потому что это наиболее благоприятная для вашего тела и сознания трансформация, двухнедельная. За 2 недели вы вообще другим человеком можете стать. Вот просто за 2 недели. Только послушав этот курс, который безоплатно я его сделала, и я им горжусь очень, потому что там глубинные знания, которые я вложила в него. Поэтому, пожалуйста, смотрите, обязательно комментируйте, это будет ваша благодарность силам высшим, мне, как мастеру, за распаковку у вас этой силы внутренней и выведение вас в этот золотой путь. Властительница чувств. Ага, вы трансформировались. Вы в трансформацию пошли. То есть это переход, смерть всего старого, слом привычного в королеву воды. Вот он, король воды, вот она, королева воды. Боже, такая прекрасная. Но она вся в чувствах своих, в чувственности. У вас сейчас, у многих, просыпается внутри вас вот это состояние чувственности, ощущения внутри тела, другие. Многие же как замороженные жили годами, не ощущая не то, что там удовольствия даже вот в повседневной жизни, а с мужчиной так тем более, а именно вы в себе распаковали вот этот вот чувственный аспект. Вы себя чувствуете по-другому, ощущаете по-другому, эмпатичны стали, более эмпатичны, более чувствуете других людей, вибрации, вообще мир, пространство. Вы понимаете, в какое пространство вы входите. И всегда считываете вибрации вот эти. Разрешение конфликта. Многие получали знания, знаете, балансировали в материи, балансировали, то есть получали какие-то знания, плюсом зарабатывали деньги, вообще пошли в свое дело, в свое развитие. У вас выбор шел, какой-то выбор, как мне жить дальше-то. И сейчас вы как будто бы ждете, вот вы посеяли это зерно, вы ждете всходов этих семян и вот этого урожая. Потому что успех, созревающий успех. Многие шли через как раз-таки закрытые глаза. Когда закрытые глаза, когда я не знаю, как мне вообще добиться желаемого. Это знаете как? Правильное желание это какое? Когда вы манифестируете свое желание во Вселенную, да, говорите, но вы не простраиваете точно там до миллиметра, какие шаги вы будете делать. Нет. У вас есть сейчас точка, есть точка, к которой вы хотите прийти, да? И эта точка, допустим, высокая, то есть высокая планка. Какая-то мечта, какое-то развитие, может быть, это ваше предназначение. И вы, осознавая то, что вот оно, мое предназначение вот там, но я не знаю, как я дойду. Но вы каждый день что-то делали для вот своего предназначения, каждый день. Это, знаете, когда ты перестаешь вот в этом конфликте, как раз вот разрешение конфликта этой той серии, когда ты пытаешься балансировать, допустим, сочетать постоянную работу и свое предназначение, а они вообще не сходятся абсолютно в, как сказать, ну, то есть разные направления, да? У вас предназначение одно, работа совсем другая, да? Но вы понимаете, что все, этот конфликт, он разрешен. Либо, если в вашей семье мы видели, что это слом привычного, то есть это выход из семьи. Обычно башня – это крах семейной жизни. В вашей стабильности, ну, кранты пришли. И вы понимаете, что я не могу уже
подстраиваться под кого-то. Вы постоянно под кого-то подстраивались вечно. Свой ресурс, свою силу внутреннюю прятали и не давали выхода этому. И как будто занимались не тем делом, не то место в пространстве занимали, с мужчиной в паре, с постоянным мужчиной я имею в виду, где вы были в союзе, вы чувствовали себя будто пленницей, все равно, потому что даже если у вас были какие-то хорошие моменты, понятно, что не бывает про все одно там плохое, да, но это ваш выбор в этом болтаться. То есть вы выбирали годами то, что вас обесценивают, вы выбирали то, что вы не распаковываете абсолютно свои таланты. Вы, например, занимаетесь вообще не тем делом, не той деятельностью, к примеру. Многие вообще положили на алтарь союза вот этого свое дело жизни. Нормально, да? Я не буду этим ничем заниматься, пусть мужчина мой развивается, а я буду за детьми смотреть, там дом, вот это все. У вас это просто поломалась эта система, потому что это не работает. Сейчас другое время наступило. Сейчас другое время. Сейчас женщина всегда должна до конца своих дней иметь за своими плечами что-то, какое-то дело, которым она горит, которое у нее получается, более того, в котором она мастером себя чувствует, и с помощью которого она продвигается в материи, в процветании идет. Нельзя, сейчас другая система, как сказать, вы хотите себе мужчину, соответствующего вам, так вы должны ему соответствовать тоже. Потому что вот этот человек, это не просто мужичонка, знаете, в коробчонке. Взяла, вышла замуж и все. Нет, этот человек, это его надо еще потянуть, его энергетику, потому что это мужчина с ого-го какой энергии. Это зашкаливающая сексуальная энергия, сила внутренняя, маг. То есть он обладает тоже способностями. Может быть, он просто их не проявляет, но то, что они у него есть, это безусловно. И такого мужчину нужно еще, соответствовать ему. Потому что, вы знаете, многие думают, что... Как вам объяснить? Сейчас по-русски хочу сказать, никак не могу. Все, зависло. Зависла система, начинает. Чтобы выйти на другой уровень бытия, вам самой нужно стать вот этой девяткой пентаклей. То есть вот роскошная женщина, которая обладает ресурсом. Более того, она красива, она обладает делом своим, у нее дело есть, потому что она личность с большой буквы. То есть для тех, кто сидит и ничего не делает, это вообще не для вас расклад. Это именно для женщин, которые каждый день что-то предпринимают для того, чтобы вытащить себя из этой опы, в которой они оказались. И понимание происходит, у вас понимание происходит того, что да, я обладательница вот этого ресурса, да, божественная энергия во мне есть, сознание, эти знания, да, но я не могу просто сидеть и ждать годами, допустим, в своем слое мира искать мужчину. То есть вы понимаете, что вы на порядок, а то и на несколько выше, правда, выше остальных. И вам уже не подойдет какой-нибудь слесарь Вася, понимаете? Вам не подойдет он просто по уровню вашего развития. Поэтому вы... я сейчас грубо утрированно сказала, я не хочу никого обидеть, потому что каждая профессия нужна и важна. Я про другое говорю, про уровень сознания. Может, этот слесарь Вася обладает таким магнетизмом и харизмой, что у него просто вот свою работу он делает как маг и чародей. Это про другое, это про уровень именно осознанности у человека. То есть вам простой человек вам не подойдет. Мужчина, который вас втягивает в треугольники, вам не подойдет.
Вы понимаете это, потому что вас уже хватит качать из вас ресурс. Ну, вы просто на это поставили башню и сказали, нет, все, закончилась эта благодать. Так, посланник. Посланник любви к вам идет. Подождите, сейчас. Так, здесь 2. Ощущение триумфа. После трансформации, созревающий успех, разрешение конфликта. Посланник любви, вот он, как раз-таки рыцарь воды идет к вам с весточкой. Знаете, о чем весточка будет? Вы получите от высших сил знак того, что вы проходите сейчас переход. Ну, то есть у вас перерождение происходит. Вот он. Переход в другое состояние бытия, в другое состояние сознания. Это когда возрождение происходит, перерождение, высший суд, когда пришел. Высший суд. Пробуждение к новому. И вы от высших сил получите вот этот знак того, что вы двигаетесь к своей цели. У вас крылья за спиной, вы почувствуете их, что вы вот сейчас вот ветер перемен, вот сейчас что-то произойдет, я понимаю, что сейчас я только успеваю вот хватать эти перемены, которые будут происходить с вами стремительно. Я сказала стремительно. Все то, что я говорю, оно подтверждается до того, как я сказала. Потому что я именно читаю поток. Тяжесть бремени. Ну вот этот край, когда вы пришли к этому. Вы поняли, что вам тяжело жить. Тяжело жить по темным мирам. Искушение, когда дьявол, вот этот товарищ дьявол пришел, вот эта тяжесть бремени как раз-таки приносит. Это когда треугольники, это когда зависимости у мужчин, например, в семье зависимости, всякого рода. Это какие-то сексуальные привязки. Вы понимаете, что я не буду сейчас с мужчиной по сексуальной привязке просто быть. От того, что у меня там фантастически с ним секс, а потом все. Но потом он высосал из вас ресурс и ушел, а вы остаетесь опять в безресурсном состоянии, когда вы замороженная будто бы, вы не чувствуете свое тело даже. Ну вот вам император, могущество, ответственность. Я так, подождите сейчас, это что? Горечь потери, ага. А зачем вы одно и то же мне говорите? Я и так поняла это. Карты почему-то решили сказать вам еще раз, что вы ушли от императора. Покровительница. Вы понимаете, что вы покровительница изобилия, вот она, из которой качают просто насосной станции ресурс, весь ее, энергетический, красоту, молодость, здоровье, ее наполненность энергией, все это качается туда. Просто уходит в темным программам. Но здесь вот дьявол, конечно, симпатичный очень, но на самом деле это все к темному уходит. И у вас горечь потери происходит, вот, потому что вы были всегда в борьбе с этим мужчиной. Ну а сейчас вы пошли в свою реализацию. Это вот волшебницы, меня сейчас слушают, волшебницы своего пространства, своего мира. Когда она не боится того, что в ней просыпается это силище внутреннее, это королева огня. Она реализует все свои цели, задачи, она реализует свои способности, потенциал. Потому что у вас произошло разочарование вообще в идеалах. Вы, например, наделяли этого мужчину, который у вас был,
идеальными чертами. Вы думали, что он для вас, ну просто и красавец, и умный, и зарабатывает денег, и любит меня. На самом деле там все было вот с точностью да наоборот. Ну, то есть вы понимаете, что у вас разочарование произошло именно в этом союзе. Десятка воды. А это про что? Романтичный мечтатель. Уверенность в успехе. Рыцарь земли. Сейчас, подождите. Так, поехали дальше. Разочарование произошло. Но вы идете вообще-то к своей истинной любви. Истинная любовь — это не тот мужчина, с которым вы были долгие годы в союзе каком-то, в браке, тем более в браке. Источник любви у вас просыпается. Внутри вас сначала просыпается этот источник. Вот какой ресурс у вас. Это вообще-то источник, по которому живительная вода, когда живительная, живая вода. Вы обладаете этими ресурсами, этим чувством, и вы можете оживить любого человека, исцелить его своей любовью. Вас через углубление в себя, через познание своих процессов. Знаете, это когда человек не просто по-быстрому, знаете, чего-то добился, а потом его сбросило. Нет, здесь может быть это медленно, но верно. Медленно, но вы идете к своему успеху, вы знаете, что вы добьетесь своего именно успеха. Вы найдете эту любовь. Ну, не знаю, про любовь идет речь, и все. Опасная ситуация. Опасная ситуация. Почему? С чем она связана? Вера, знание. А почему? Причем тут это? Стабильность основы. Сейчас. Зависло. Поняла. Опасная ситуация у вас может быть связана именно с вашим постоянным партнером, от которого вы ушли. Вот от него. Может вот это быть, исходить опасность. Опасность того, что он у вас опять затянет в это. Либо в треугольник затянет, либо затянет опять в свои зависимости какие-то, либо какими-то добрыми, в кавычках, посылами к вам, того, что да у нас все хорошо будет, мы с тобой помиримся, все будет прекрасно, да, вы опять, это вас прямиком загонит просто в состояние конфликта и войны внутренней. Вот так. Сейчас энергия инициативы у вас просыпается. Ну вот я говорю вам, идет душевное партнерство. Ну что вы хотите мне сказать? Вот. Это не тот мужчина, который у вас был долгие годы с вами. Тот был кармическим. Тот, кто обижал, тот, кто недооценивал, кто там обижал и в союзе с которым вы себя чувствовали не той женщиной, которой вы вообще-то изначально. Вы знаете, когда есть такое ощущение, что я для другой жизни создана. Вот вы ощущаете это в себе, вы понимаете, что я должна идти по своему предназначению. У меня какая-то другая жизнь должна быть, но не вот это, вот щи-борщи там, да, и, ну, я сейчас утрированно говорю, но так и есть. Вот это быт, это не для вас. Для вас это не подходит, вам это не подходит, потому что вы другая, вы другого измерения женщина, вы со звезд пришли сюда. И вам душевное партнерство приходит, именно мужчина,
мастер процветания. Вот он, стабильный мужчина, который станет для вас именно, поведет вас в это процветание. Так, сейчас кармический урок, выбор метода. Ага, долго-долго вы висели в состоянии, кто-то жертвы, в состоянии стагнации, в состоянии кармического урока, который вы никак не могли проходить, пройти его. Неопределенность. Вот когда висит он, и я висю, и не знаю вообще, куда мне двигаться. Человек, неважно сейчас про кого речь, это может быть и вот этот человек, который вышел тоже из вот этой неопределенности, который тоже долго висел. Ну, повешенный, вот она, карта повешенного, смотрите. Зависание процессов, когда происходило. И вы поняли, что... Подожди, сейчас. Это он и вообще про него. Переход к лучшему идет, переход к лучшему. Это мужчина. Это мужчина зависал так долго, в этом тоже процесс у него шел. И сейчас у него выбор другого метода. Он понимает, что он что-то делать должен по-другому, иначе. Какой-то подход другой для того, чтобы достичь вот этого желаемого статуса, желаемого состояния души. Я бы так сказала даже. Здесь не про статус речь именно, а про удовлетворенность жизнью именно в контексте того, что он полезен для этого мира тоже. Он что-то делает для этого мира. И этот мужчина, который ваша пара, родственная душа, близнецовое пламя, вы из одного источника вышли. Душевное партнерство когда. Вот у него переход к лучшему сейчас происходит вообще-то. У него путешествие прям идет к вам именно. Ну и начало новой жизни. Материальное благополучие, начало новой жизни у него. Глубокий самоанализ произошел, так. И здесь мужчина, да, праздник любви. Вообще, что такое любовь? Да, хочется праздника именно любви, настоящей, чистой. И мощное действие, вот оно. Вот его любовь это толкает на действие, на мощное действие, вперед, вперед, в достижение. По справедливости, внутренняя правда, в нем сейчас внутренняя правда. Вот смотрите, я говорила вам, что вы должны соответствовать этому мужчине, и он должен соответствовать вам. То есть, если вы хотите построить отношения на внутренней правде, то есть у вас внутри правда и у него, соответственно, вот она, карта выпала как раз-таки про это, что он пришел к себе через глубокий самоанализ, он понял, что он годами жил вот в таком состоянии. Ну, это зависание вообще. Зависание, возможно, даже, знаете, в материи, когда человек достигал своих целей, например, обладал ресурсом, должность какая-то классная, да, все хорошо, но это все закончилось. Почему? Потому что там была тотальная неправда. Он, например, жил не с той партнершей, потому что мужчины тоже ошибаются и по каким-то своим причинам, но не по любви, идут в этот брак, в союз. Миллион причин можно найти вообще, по которым можно, да, войти в этот союз, расписаться, а потом разгребают люди годами эти проблемы. Годами они не могут из этого выйти, потому что это, знаете, когда ты увязаешь в этой трясине неправды, когда неправда во всем, она отравляет все ваше существо, всю энергию в семье. Вот знаете, когда вот неправда, лицемерие, ложь, везде ложь, вот это обман и предательство, потому что ни женщина, ни мужчина в таком союзе не получают именно, ну потому что не по любви когда.
Он закрыл на это глаза, ну, то есть, там, женился, например, на ней, потому что ну, долго встречаемся, или там, ну, надо, ну, как-то, на ком-то, да. И все, он не дождался той самой женщины для душевного партнерства, и, пожалуйста, и вот у него кармический урок вот у этого мужчины происходит. Звезда, свет мечты ведет его. Свет мечты ведет. И сила по силе. Вы его тянете по силе просто неимоверно. И эта любовь глубинна, это сильная любовь. Это когда и чувственный аспект, влечение такое физическое, но также это когда тебе с человеком просто хорошо разговаривать. Часами вы можете разговаривать с этим человеком. Если он вам не встретился, то вот ваш партнер, который идет к вам. Это человек, с которым у вас расцветает внутренняя женщина ваша. Вы это будете ощущать сразу, что вы пошли в расцвет. У вас расцветает все ваше существо, и вы раскрываетесь навстречу ему, этому мужчине. Колесо фортуны, цикличность удачи. Так, и что? Духовное путешествие. Духовное путешествие, да, уход. Уход из плохого союза, из неправды. Исцеление в себе вот этих аспектов, по которым человек жил, может быть, по нижним мирам жил, когда по страстям, когда по жезлам. Вам, девушки, тоже нельзя. Вот эти вот современные тренды, как выпячивание себя и своей красоты на публику, вам нельзя в это идти, потому что вы верховная жрица, вы обладательница вот этого тайного знания и ресурса. А вам в это нельзя идти. Хотя, может быть, и был такой период, когда вы вышли из этого брака, допустим, и у вас началось вот это, там в соцсетях, например, про свою жизнь вы начинаете постить. Вам нет, вот это фото в купальнике, там, не знаю, почему это идет. Должна была, видимо, вам сказать. Происходит исцеление через мудрость, единение с мудростью. Луна, лабиринт иллюзии. Вот пока человек, мужчина или женщина, и женщины, и мужчины не пройдут лабиринт иллюзий своих собственных мечтаний о замках из песка, вот пока они вот эти страхи не проживут в себе, когда не пробудят в себе эту силу, осознанность и честность с самим собой, ну не видать такого союза, просто не дадут. Этот мужчина сейчас выходит к своей цели, приверженность цели, то есть это король огня. В нем тоже зажигается вот это, ну тут еще неимоверная тяга к такой женщине, как вы. Через любовь. Восстановление ресурсов у многих. Так, состояние. Кстати, девушки, да, у вас тоже восстановление ресурсов сейчас идет. Потому что, я говорю, из вас высосали всю эту энергию. У вас ни здоровья, ни денег, ничего. Вы как будто остались голые вообще. Ну, вот, у многих такое состояние. Как мне дальше жить? И у вас интеллектуальный прорыв происходит. Вот на днях, либо в ближайшее время. Самоограничение. Да, потому что вы сами на себя положили это ограничение, тюремной энергии, когда выходишь в свое солнце. Вы знаете, когда долго-долго сидел в подземелье, и вдруг ты выходишь на солнце ярко, да? У вас просто ослепительная вспышка благоденствия, вы выходите в свое благоденствие и счастье. Это вот счастье и новая жизнь. Прям вот восход жизни. Как будто, знаете, после перерождения, после цепи вот этих уроков, неудач, плохого самочувствия, вот когда, знаете, черная полоса жизни, темная ночь души прошла, и вы вышли в свое солнце. Вы стали вот этой вселенной, вы
центр мироздания. Вы понимаете, что вы центр мироздания. Солнце и центр мироздания. Нормально карты говорят? Да. Вы понимаете, что вы Солнце. Так, и... Ну вот она, любовь, настоящая любовь к вам идет. Так, скрытый внимание. Вы обнуляете любые обманы. Пятерка земли. Вы обнуляете безресурсное свое состояние. Заканчивается этот период, когда вы были в безресурсности, когда нет здоровья, когда плохо по всем аспектам, когда вы себя даже не могли чувствовать нормально. Четверка земли. Вот она, ресурс вы как раз собираете свой весь, растраченный просто, и получаете результаты своих действий. Ух. Превосходство интеллекта. Вот он, мужчина, приходит к императрице, к женскому изобилию. Императрица — это женское изобилие. Так, королева воздуха еще. Подождите, сейчас мудрая проницательность. К вам идет ваша пара. Мужчина, смотрите, кто? Связь с металлом у него, либо это воздушные стихии, знаки зодиака. Но вообще не привязывайтесь к этому. Этот мужчина просто обладает неимоверной головой, просто интеллект у него, он очень умный человек и занимается либо металлом, врачи, инженеры, так, кто там, IT-специалисты. Что еще? Судебная система, возможно, в органах. Ну, то есть это настоящий мужчина, это воин вообще-то. Идет к вам, потому что вы сама, то есть у него превосходство интеллекта, вы мудрая проницательница. То есть вы королева воздуха. Вы уже понимаете, что считываете на раз-два вообще любые манипуляции в ваш адрес. Любые. Королева мечей, она всегда отрубит голову сразу, если к ней не так подойти. Вот, а он учится к вам правильно подходить, этот мужчина. Так, я разложила всю колоду, мне просто она безумно нравится. На этой колоде делать вам расклады. Но не знаю, как пойдет, как вам зайдет вообще такой расклад, формат такого расклада, потому что он, скорее всего, долгим получится. И я, видите, зависаю тоже периодически в пространстве, потому что что-то идет, какая-то информация, да, и... Так, что хочу сделать для вас. Кто пришел к вам сегодня? Давайте. От предков рода вам совет. Предки вашего рода вышли. Вам совет, что делать вообще сейчас, в данном срезе времени. Что вам делать? Так, это что? Сизифов труд. Так, очень интересно. Ага. Вот она про ресурс как раз. Вот она. Просите помощи. Союз идет. Ага. Распаковывайте себе силы. Хотите, не хотите, девушки. Для вас информация идет. Принятие страха своего. Вы знаете, что вы любимая дочь Вселенной, любимая дочь Бога. Вы идете по этому пути. Вам освещает этот путь ваш ангел-хранитель. Ваши хранители, ваши предки рода пришли к вам. Как ваш путь освещается вот этим невидимым космическим светом. Дальше. Принятие ответственности за свою жизнь. Мой путь – это то, куда ведет меня мироздание, и я со спокойствием принимаю это. То есть принимаю всю ответственность за свою жизнь тотально. Я ответственна за то, что я оказалась в этой точке.
сборки, хочется сказать, в этой точке, где вы сейчас, вы ответственны за это. Вы также ответственны за свое будущее и за будущее ваших детей, если они младше 14 лет. Любовь, материнская сила любви, принятия вас. Вы знаете, как идет потоком? Вы в себе открываете, женщины, вот эту космическую великую мать внутри себя. Понимаете, что она вас ведет вообще-то в это изобилие. И по вашему пути она вас поддерживает, она распаковывает в вас эти способности и таланты, свыше которые вам даны. А они вам даны, вот эти способности, целительницы, ведущие, женщины. Ценности. Смотрите. Вы понимаете, что вы обладаете вот этим ресурсом, ценностью внутри вас. Вы уважаете, любите каждую малейшую частицу, живущую рядом с вами. То есть это говорит о том, что вы цените себя, а также вы цените мир вокруг вас, живую природу. Когда вы внимательны, вот понимаете, это вот, тотальное, как объяснить? Тотальное внимание к живой природе. Меня всегда, знаете, удивляет, когда люди проходят мимо чужой беды, например, мимо особенно больных животных. Просто прошли мимо, и все, и пошла в свою жизнь дальше. Да ты понимаешь, что тебя сейчас Господь тебе дает выбор. Вот сейчас ты закроешь на это глаза, забудешь как бы, и не пойдешь по этому пути, не будешь помогать. Не помогу, нет, у меня много дел своих, да, и я не пойду в это. У вас проверка от высших сил будет вам дана. У меня такая проверка произошла в моей жизни, когда у меня всегда так было, что я всех вообще, спасала животных всегда. Начиная от птиц, заканчивая кошками, собаками, то есть всегда. И произошла ситуация, вот знаете, когда я понимала, что животное страдает. Это был соседский пес. Он пострадал от рук живодеров. И это была не моя собака. Но я понимала, что он страдает. А соседи, они на это не обращали внимания, что ли. То есть он помирал. И вы знаете, это была самая тяжелая ночь в моей жизни, когда я пыталась закрыть на это глаза, думаю, это же не моя собака, что я буду делать, а как я вообще с ним справлюсь, это большой пес очень, а что я буду вообще делать с этим, что вот это вот все. И самая тяжелая ночь в моей жизни, когда я встала утром, я поняла, что я должна что-то сделать. Я стала обзванивать все клиники, которые могли бы приехать и ему сделать укол, а потом, для того, чтобы его транспортировать потом. И, это была, я помню эту заварушку, но я в это вступила, на этот путь. И нужных людей ко мне подтянулись люди, товарищи мои, которые мне помогали очень сильно. Я им очень благодарна. Пусть мы сейчас с этими людьми, как-то разошлись, но это не важно. Это важно то, что собака жива, здорова. И я смогла взять этот вызов и пройти через это. Благополучные роды. У кого-то в этом союзе
либо у вас уже есть много детей, там, либо ребенок один, да неважно, главное, что у вас в благополучии, вы доверяете когда своему телу, то, соответственно, у вас и когда вы не сопротивляетесь, вот понимаете, плану Вселенной. Потому что женщина, когда она сопротивляться начинает, ее начинают мучить именно в родах. Она не может родить никак, разродиться не может, потому что она сопротивляется, она сжимается вся. А здесь нужно доверие, вот тотальное доверие ко Вселенной. И тогда тебе дают силы и электричество для того, чтобы ты спокойно и гладко родила своего ребенка. Вот. Ну, это я говорю, карты материнства все равно выпадают, потому что у меня императрицы слушают женщин, которые были, есть, либо сейчас вы находитесь еще в этом союзе, я не знаю. Я вас ни к чему не толкаю, не призываю. Вы просто смотрите на свою жизнь вообще, как вы живете и комфортно ли вам. Смотрите, вы можете помощи у своих предков попросить в этой трудной ситуации для вас. Например, у кого-то кто-то не знает просто, как поступить, как жить дальше, как у вас есть предки вашего рода, которые вышли к вам. Они всегда вас поддержат. У меня есть вот этот курс «Сокровища рода». Сейчас он стоит 3000 рублей. Это 7 мощнейших практик и 7 дней вот этого принятия даров от рода. Вы сразу почувствуете, что вы пошли в процветание, во-первых, у вас будет связь нерушимая с предками и фундаментальная уверенность в себе. У вас в делах попрет. Я просто это вижу по своим курсантам, которые прошли этот курс. Вот. Также я его делала сама, соответственно, я знаю, что я даю людям. То есть я беру полную ответственность за то, что я вам даю. А эти практики очень мощные, поэтому покупайте. Это вас приведет к тотальной вот этой связи со своими предками и даст вам вот эту силу внутри, фундамент. Мужское начало вы примете, знаете как? Мужчина дает семя, женщина плодородная, мать земля. Вы примете и начнете уважать мужское начало, потому что многие же живут в браке, не уважая своего мужчину. Но не уважаете вы его. Вот что хотите мне говорите, не уважаете вы его. Либо не уважали, либо у вас союз какой-то такой, где вас все равно переклинивает, и вы понимаете, что вы проваливаетесь в какое-то состояние, когда вы его тотально, вот вы его не уважаете, этого человека. Вот и все. Любовь, что это такое? Это уважение прежде всего к личности другого человека. Это принятие его таким, какой он есть. И также тот человек, да, ваш партнер, он принимает вас такой, какая вы есть. Если вас начинают переделывать, рихтовать под себя и лепить из вас непонятно кого, то это не ваш партнер. Ну вот и у вас сила. Абсолютное женское начало. Вот оно. Ведьма. Ведьмы пришли ко мне, которые пробудились наконец и поняли, что так жить больше нельзя. Так, что я хочу для вас сделать сегодня? Я хочу вас, девочки, почистить. Давайте на изобилие вам сделаем. На принятие этого ресурса. Изобилие. Сейчас смотрите на палочку. Смотрите глазками, просто за палочкой. Дышите спокойно. Дышите спокойно.
спешить. Хочу нажимать на вашу точку. Эту точку.